Сегодня предлагаю домашние тапочки для малыша на 12 сантиметров. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Они уже большие, эти тапочки. Резинка стягивает ножку, и тепло будет оставаться внутри ботиночка. И вот посмотрите, как хорошо тянется. Очень удобно их одевать малышу. И если дома очень холодно, то можно отворот сделать выше. По подошве 12 сантиметров, пяточка 4, пальчики почти 6. Высота с отворотом вместе 6,5, глубина 4,5, ширина 5, высота уже будет с отворотом полностью 11,5 сантиметров. Если резинка растянется, то я подумала об этом и сделала дырочки для шнурков или для резиночек, как это я раньше делала для своих сыновей. Резиночки можно оставить под цвет, так как они белые, или раскрасить под цвет изделия, которым вы будете вязать. Будет тоже очень хорошо смотреться. Итак, я приступаю. Немного о материале. Мне понадобятся нитки 3 цветов. Основной цвет, конечно, это светло-кремовый. Это у меня бортик весь, вся подошва и мыс связаны этим цветом. Нитки эти толстые. У меня здесь только написано в 500 граммах 1125 метров. Они тоньше. И вот эти, они одинаковые по толщине, так как это будет вязаться вот как раз спицами. Эти нитки акрил. Нитки одинаковые по толщине, но разные по цвету, так как я сделала небольшой рисунок, немножко освежила, чтобы они были веселые. Хоть это и домашние тапочки, но они все равно должны быть красивые, на мой взгляд. Поэтому я взяла несколько цветов. Для этого мне понадобится крючок номер 2,5. Этим крючком я буду вязать бортик, подошву и переднюю часть мыс. Крючком меньшего размера я буду какие-то петли убавлять или прятать. Спицы у меня на 3, короткие, 15 сантиметров. Очень хорошие спицы. Они удобны тем, что они вот как раз подходят для вязания детских вещей. Ну и плюс очень хорошо отполированы. Я такими спицами довольна. Ножницы и игла. Иглой я буду прошивать вот этот белый кант и вот эти передние канты. Итак, я приступаю. Я уже подготовила подошву. Состоит она у меня из 2 штук. Это будет одна лицевая сторона, одна внутренняя сторона. И между ними будет располагаться вот такая прослойка. Это обувная стелька. Итак, так как 2 одинаковые подошвы, поэтому разницы нету, с какой я начну вязать. Буду я вязать крючком номер 2,5. И буду я делать сначала нулевой ряд. Я его называю мини-бортик. Это для того, чтобы перейти на плоскость 90 градусов и освободить вот эти петли, чтобы привязать вторую подошву. Я располагаю подошву изнаночной стороной к себе. С пятки ищу условную середину. В рядом стоящую петлю ввожу также крючок. И у меня получается вот такой уголок. Теперь буду вязать нулевой бортик из поперечных петель. Закрепляю. У меня будет постоянно в работе 2 петли. Вот первую петлю я ввела гриф, вторую я вывела, будем говорить. Теперь вот эта вторая петля, которая была вторая, станет первой, а рядом стоящая будет второй. И буду именно всегда формировать уголок. Так я буду делать до конца. И тем самым я оставляю петли для того, чтобы привязать вторую подошву. И с другой стороны у меня образовываются петли, которые я буду вывязать в высоту для бортика. Вот они, эти петли свободные для того, чтобы привязать вторую подошву. А вот эти петли для того, чтобы вязать в высоту бортик. У меня со стороны, это изнаночная сторона, образовываются вот такие стежочки. И если вы пропустите петлю, то стежок будет у вас в 2 раза шире. И, соответственно, у вас количество петель будет меньше. У меня подошва состоит из 72 петель. На моем канале вы можете посмотреть видео, довольно-таки свежее, новое видео, когда называется «Эксперимент». Начинала я с 17 воздушных петель, и по окончанию работы было 72 петли. В моем видео я как раз показываю эксперимент на примере вязания подошвы из 17 воздушных петель. Если у вас есть своя подошва и вы довольны своей подошвой, на моем канале есть маленькое видео по вязанию вот этого нулевого бортика, мини-бортика. Вы можете также воспользоваться этим видео и привязать вот этот мини-бортик к своей любимой подошве. Итак, я провяжу до конца и покажу вам следующий этап работы. Нулевой бортик связан. Посмотрите, как выглядит.
Лицевая сторона — это внутренняя сторона, изнаночная сторона — это будет внутренняя прослойка и другая подошва. Теперь мне нужно связать основной бортик. Основной бортик будет состоять из 5 рядов. 4 ряда без изменений, без убавлений и прибавлений. И 5-й ряд будет убавляться 4 петли на мысике для того, чтобы сделать его кругленьким. Я свяжу 4 ряда столбиками без накида в высоту и покажу вам 5-й ряд. Связала бортик, который состоит из 4 рядов столбиками без накида, и начала 5-й ряд. 5-й ряд вяжется точно так же, как и предыдущие ряды, но в 5-м ряду я буду убавлять на мысе 4 петли. Сейчас я довяжу до маркера. Маркер снимаю, петлю под маркером провязываю столбик без накида, и со следующей петли буду убавлять петли. Буду я делать 4 убавления с интервалом в 4 петли. Делаю я это таким образом. За переднюю долю петли подхватываю 1 раз и 2 раз. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал между убавлениями 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вновь убавление. Я уже сделала 2 убавления. Вот посмотрите, уже закругление ощущается. Мне нужно еще сделать до маркера еще 2 убавления. Я сделаю это самостоятельно, провяжу до конца и покажу вам следующий этап работы. Бортик уже будет готов. Бортик готов. Я маркерами отметила 32 петли центральные. Посмотрите, уже видно закругление. И теперь буду вывязывать переднюю часть пинетки. Мыс у меня будет состоять из центральных 8 петель. 32 петли минус 8 будет 24. 24 петли — это на 2 боковинки на продвижение и на увеличение мыса. Максимальное количество петель моего мыса будет составлять 12 петель. Итак, я приступаю. 24 поделить на 2 будет 12. С 13 петли я начинаю вязать. 2, 4, 6. 8, 10, 12. Вот так. Первая петля закрепляющая. И из этой же петли вывязываю вновь петлю. 1, 7 и 8. Чтобы быть уверенной, что я на середине, я с другой стороны также считаю петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Я на середине. Следующие 2 петли будут соединительные петли. Первая соединительная петля свободненькая и вторая. Без петли подъема разворачиваю вязание. Первую петлю ниткой перекрываю, вторую петлю провязываю. 1, 2, 8 и новая 9 петля. С другой стороны точно так же крючок завожу с лицевой стороны, подбираю нить, первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Здесь уже очень хорошо видно, нитки толстые. Первая петля, вторая петля. Начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 9 и 10. Я уже прибавила 2 петли. Мне нужно 12 петель. Я самостоятельно прибавлю еще 2 петли и покажу вам следующий этап работы. Я набрала нужное количество петель. Оно мне составляет 12 петель. Больше я прибавлять не буду. Но до мыса я буду вязать дальше таким же способом. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание. Нитью перекрываю первую петлю. Вторую петлю пропускаю и начинаю вязать с 3 петли. 1, 2, 11, 12. Последняя 12 петля. С этой стороны точно так же. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и начинаю вязать с 3 петли. Так мне нужно довязать до конца, до маркеров, чтобы не осталось ни одной петли с 2 сторон. Вот так. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот передняя часть у меня готова. Пока она у меня открытая, мне нужно сделать вот такие полосочки впереди. Их можно сделать 2 способами. Можно связать крючком. Я буду шить. Вот у меня иголка с ниткой, и я буду шить эти полосочки. Ввожу иглу и буду делать стежки. И вот
такие стежочки я буду делать. Стежки я делаю свободненько, не натягиваю их, чтобы они были объемными. Смотрится очень хорошо и легко. Мне нужно сделать таких 3 полоски. Первая полоска уже почти готова, а 2 остальные полоски я сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Для того, чтобы приступить к вязанию вот голенища спицами, я провяжу еще один ряд, как бы соберу все петли крючком. Мне нужно убавить вот с этой стороны одну петлю, вот с этой стороны одну петлю, чтобы не было угла вот этого. И чтобы немножко закруглить пяточку, мне нужно убавить 2 петли. В идеале должно получиться 46 петель, но если у вас получится 47 петель, то можно при вязании одну петлю пропустить. Итак, я приступаю. Чтобы был уголок сглаженный, пропускаю петлю и все в круговую провяжу столбиками без накида. Переднюю часть без заменения. И вот подхожу к следующему уголку. Пропускаю петлю и вот провязываю вот здесь ее. И иду до пятки. На пятке убавляю 2 петли. Дохожу до маркера и закрываю нить. После этого я перейду на нитки другого цвета и буду вязать спицами. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Итак, вот что у меня получилось. Вот такая туфелька. Я приступаю вязать нитками белого цвета и спицами. Для этого мне понадобятся круговые спицы, но так как у меня спицы очень сильно полированные, мне будет неудобно, я буду использовать вот такой крючок. И начну набирать, спонтанно вы можете считать, я потом распределяю петли на каждую спицу вот таким образом. С каждой петли буду поднимать петлю на крючок по принципу тунисского вязания. У меня уже достаточно, я вот так протягиваю через всю спицу и надеваю на спицу, уже на основную спицу. Вот таким образом. Этим самым я подготавливаю уже петли для того, чтобы вязать спицами. Я пройдусь по кругу, распределю их на 4 спицы и покажу вам следующий этап работы. Итак, я набрала на спицы, у меня получилось 47 петель. Это даже неплохо. Я убавлю эту петлю сразу фактически. Это не страшно. Теперь я приступаю к вязанию резинки. Это очень просто. 1 на 1. Само голенище вы можете выбрать сами рисунок. 2 на 2, чтобы только стягивала именно ножку, плотненько держалась. А как вы будете, каким способом вязать резинкой 1 на 1 или 2 на 2, это уже роли не играет. Мне нужно связать сначала 3 ряда в высоту, резинка 1 на 1. Потом я распределю их более удобно. Я провяжу 3 ряда, потом покажу вам следующий этап работы. Вот что у меня получается. Я связала 3 ряда в высоту резинкой 1 на 1. Теперь я буду вывязывать дырочки. Я предусмотрела этот вариант, подумала, что надо сделать, так как резинка может растянуться. И я внутри спрятала дырочки. В эти дырочки можно продеть или шнурок, или резинку, если резинка растянется. Вот видите, если. Так как у меня на одной пинетке уже связано, я буду вязать на второй. Делается это очень просто. У меня первая петля лицевая, я поддеваю лицевую и изнаночную, провязать вместе, накид, провязать вместе, накид и так далее. Перехожу на другую спицу, делаю накид, не забывая, чтобы петлю не потерять. Разворачиваю петлю, прямой делаю, раскрытой, провязываю вместе, накид. И теперь на другой спице точно так же провязываю вместе. Накид, делаю дырочки, формирую дырочки. Очень просто делается. Вот так. Я провяжу этот ряд до конца и покажу вам следующий ряд. Я провязала все петельки в этом ряду, чтобы не потерять петлю. Вот последняя были 2 вместе связанные петли. Значит, мы должны не забыть сделать накид. Вот пальчиком придерживайте, вот таким образом. Первая петля лицевая, а накид будет изнаночной, так как мы продолжаем вязать резинкой. Лицевая, накид изнаночный. Лицевая, накид изнаночный и так дальше.
Получаются великолепные дырочки, они будут закрыты. Если не понадобится, то их не будет видно. Если понадобится, то можно спокойно вставить шнурок или резинку. Я провяжу этот ряд, и вместе с этим рядом, который я уже начала, мне нужно провязать 17 рядов в высоту. Этим самым я сформирую высоту вот этой голяшечки, которую я буду вязать. Так как это уже будет отворот вовнутрь, то я постараюсь, чтобы нитка у меня оказалась вот именно в данный момент с лицевой стороны. Я ее закреплять не буду, а начну вязать открытую, вязать петли, а потом я ее, эту ниточку, остаток нитки спрячу в вязание. Вот так. Я буду чередовать коричневый ряд с белым. Я провяжу сейчас коричневый ряд коричневой пряжи и потом покажу, как перехожу на белый ряд. Нитью светло-коричневого цвета я провязала. У меня сейчас в работе две нити, белая и светло-коричневая, потому что я буду чередовать полоски коричневая и белая, коричневая и белая. Провязав, чередуя 3 полоски коричневых и 3 полоски белых, я провяжу 4 последних ряда вот нитью коричневого цвета. После того, как я провяжу это несложно чередовать, я покажу вам, как я закрываю эластичный край вот моей пинетки. А переход на другую нить очень просто. Я немножко подтягиваю, вот так заправляю и, как обычно, вяжу дальше. Таким образом получаются у меня полоски. Это несложно, поэтому на этом я долго останавливаться не буду. Вот так. Я провяжу полностью все полоски и заключительную коричневую полоску и покажу, как я закрываю эластичный кант. Я закончила вязать голенище. Это последние ряды, которые у меня были, и теперь я буду закрывать свое изделие. Итак, я беру иглу, и первая петля, которая у меня есть, это лицевая петля. Снимаю ее, протягиваю нить и снимаю ее. Вот так. Теперь снимаю изнаночную петлю. Принцип этого закрытия эластичных петель, чтобы петли были открыты. Это по методу трикотажного шва, или его еще называют петлевочный шов. Вот я первую сняла, теперь следующую снимаю. И чтобы петля была развернутая, мне нужно взять не вот таким образом, а вот таким развернуть. Пропускаю все это. Делаю свободно, не затягивая, и разворачиваю вот таким образом. Теперь прошиваю это. Петля у меня развернутая. Вот сзади у меня изнаночная петля. Мне ее тоже надо развернуть таким способом, чтобы она была открытая. Это немножко трудоемко, потому что петлю эту не видно. И соединяю ее с другой изнаночной петлей, чтобы она тоже была у меня развернутая. Теперь разворачиваю вот эту петлю, которая у меня есть, лицевая. Вот она. И подбираю вот эту. И опять ее в открытом виде. Вы можете выбрать удобный вам способ, как закрыть эти петли. Поэтому я закрою это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, я связала верх пинетки. Посмотрите, как хорошо получилось. Эластичный край. Все очень здорово. Теперь приступаю к нижней части. Сначала мне нужно сделать вот эту полосочку беленькую. Я буду ее делать точно так же иглой. Вот тут. И буду точно так же делать стежки, как это я делала впереди. Пальцем придерживаю. Можно сделать узелок. И без особого натяжения, чтобы стежочки были объемные. Этот трикотаж очень удобно шить. Смотрится очень красиво. Вот таким образом. Вот они стежочки.
Я прошью это до конца и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, полоска готовая. И у меня остается последний вид работы. Это привязать подошву вместе со стелечкой. Я уже наметила для себя петлю, с которой я буду начинать вязать. Обувная стелька. Я ее подклеила немножечко, потому что она очень мягкая. Это вырезанная по размеру моей пинетки. Вот будет вот таким образом собираться. Обвязывать я буду вот нитками такого цвета. Я сделала контрастные нитки, чтобы видеть, с какой стороны мне начинать. Брать за полную петлю первую подошву и вторую. Вот таким образом. Буду я делать соединительными петлями по внутренней стороне. Получается, это по стороне самой пинетки. Аккуратненько, чтобы полностью две части петли были забраны. Чтобы со всех сторон толщина была одинаковая. Вот посмотрите, получается платформа, довольно-таки толстая подошва, потому что она состоит из двух подошв, внешней и внутренней, и плюс обувная стелечка. Я сделаю эту работу до конца и покажу вам готовый результат. Ну вот, я обвязала подошву, у меня остались хвостики, вот один в эту сторону, другой в другую сторону смотрит. Теперь мне надо их соединить, вот таким образом. Подбираю их и вывожу вовнутрь. Между собой их связываю, чтобы не распустились. И по внутренней части подошвы распределяю их вовнутрь. Отрезаю хвостики. И вот они, пинеточки. Вот такие домашние пинетки, тапочки у меня получились. Они очень удобны, очень хорошо тянутся резинкой, очень хорошо держатся на ноге. И если резинка растянется, то можно вставить шнурочки или резиночки, как это я делала своим детям. Вяжите в удовольствие. Радуйте своих близких, своих внуков, своих детей, племянников. Я желаю вам здоровья, чудесной пряжи, хорошего настроения при вязании. До свидания, до следующей встречи.